На 23% меньше по габаритам, чем стандартная полноразмерная клавиатура. Странно удобное место для хранения Bluetooth свистка. Сама клавиатура механическая, линейные переключатели, притом клава максимально бесшумная для такого типа. Ход клавиш всего 4 мм, звук нажатия максимально похожий на то, как звучали модульные клавиатуры 80-х или начала 90-х, кто помнит. Вот, послушайте. Прямо ностальгия просыпается. Шикарный комплект, возможность работы как с макбуками, так и с Windows устройствами. Логично, что она портативная, с внутренним аккумулятором и возможностью работать через Bluetooth. Противоскользящие ножки, подсветка и остальные прелести Xiaomi-шной беспроводной радости. Сейчас вам все расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Наконец-то я купил себе механическую клавиатуру. Это делать нельзя, если вы живете вместе со своей любимой, и у вас не шумоизоляционная какая-то комната, плюс вы не сидите отдельно от нее. Это Mi W Wireless Mechanic Keyboard Pro. Чем она отличается от всех, которые я видел на Алишке? Напоминаю, что меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, и 5 Mi Band'ов 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого, конкурсов в описании море. Ультратонкая клавиатура, короткий тип хода, подключение через Bluetooth и, по большому счету, Full Metal Body, полностью металлическое тело. Вскрываем, барабанная дробь. Вау, 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 вау. Смотрим. Это все дело находится вот в таком чехле. Очень приятненьком чехле. Скорее всего, два кармашка, второй под кабель. И все. Никакой больше приблуды здесь нет. Но, по большому счету, ничего нам больше и не надо. Следующий момент. Здесь у нас есть инструкция по тому, каким образом это все дело подключать. На дне устройства должен быть переключатель Wi-Fi. PC Mac. Вот это вот убого выглядит очень. Здесь прячется под этой убогой металлической кнопкой. Мне не нравится, как она выглядит. Она просто выбивается из довольно эргономичного вида. И ход клавиш слишком слишком мягкий для меня. Ладно. Bluetooth адаптер. Что мы еще видим? Притом она довольно легко открывается. Каким образом заряжать все это дело? Вот она включается. Заряжается все очень просто. Мы подключаем ее к любому USB-A. И она потихоньку начинает заряжаться. Смотрим, насколько она веса. Ну, больше полукилограмма. 645 килограммов. Это прилично. И по толщине с кнопками и резинкой она почти 20 мм, если сама основа всего 9 мм. В принципе, не толстая, не высокая. 24 мм в высоту. Сразу минусы: нельзя регулировать угол наклона. То есть хотите выше, хотите же ниже, нельзя. Особо не звучит она как механика, которая у меня была, опять же. Опять же, я жестче свечи выбирал. Это дело я протестирую. Русских букв нет, мне они не нужны. Возможно, с собой в отпуск возьму, но вряд ли, потому что она такая, конечно, габаритная вещь. Механические переключатели включить-выключить. Если вы видите обзор на нее, значит, мне она понравилась. Смотрим. Теперь, как старые добрые, ультра кратко и по фактам. Подложка полностью из металла, если быть точным, из алюминиевого сплава. За все время использования не поцарапалась. Но, как вы помните, из распаковки в комплекте есть мешочек для переноски для особо дотошных пользователей. Подключать клавиатуру можно к любому устройству, будь то телефон на андроиде или планшет на iOS. Разумеется, к макбуку и к стационару тоже. Клавиатуру можно подключать через Bluetooth, который здесь, к слову, пусть и не последний, но приличный. Bluetooth версии 5.0, как и свисток. Либо родное устройство, либо использовать, собственно, свисток Bluetooth с коннектором на USB-A для подключения к компьютеру, который идет в комплекте. Активация для подключения происходит посредством переключения одиночного механического переключателя на клавиатуре. При нажатии на клавиши активируется подсветка. Опять же, деактивировать ее можно, но об этом чуть позже. Она здесь не RGB, а обычная простая белая, и меня не раздражает.
мешает. Подсветку можно деактивировать при помощи горячих клавиш. Клавиши, разумеется, пластик, снимаются легко. Триггеров 3 вида: синий, красный и коричневый. Никакие они не фирменные. По нажатию отличаются как четкие, гладкие и мягкие. Их я сравнить не могу, потому что купил одну клавиатуру, разумеется. Я купил себе красную, но, наверное, мне бы больше подошел механический звук и синие клавиши. Они почетче должны быть. Довольно короткий ход клавиш, всего 4 мм, и не раздражающий звук. 102 функциональные клавиши — это прилично и, по большому счету, за глаза. Плюс ко всему, клавиши довольно просто снимаются и, соответственно, клава просто чистится. Кнопкой можно переключать раскладку для Mac и для Windows. Я думаю, вы понимаете, если пользуетесь и теми, и другими системами, в чем разница. Аккумулятор внутри на бодрых 10 тысяч мАч, хватает ее на 4 месяца использования, по 2 часа в день без использования подсветки, с ней же немного меньше. Есть 4 градации яркости подсветки, которые вы можете менять. Плюс максимальное заявленное время работы с максимально яркой подсветкой почему-то только 4 часа. Много она энергии кушает. Минусы: наклон в 6 градусов, пусть и удобный, но не регулируется. Многим будет непривычна ее высота, хотя она невысокая для механики. Нет RGB подсветки и программного обеспечения, что не очень удобно. Хотелось бы хотя бы, не знаю, обновлять прошивку. Нет возможности подключить клавиатуру по кабелю, хотя бы USB-C могли бы сделать возможность. Довольно большой вес. No-name свечи, клавиша для скрытого Bluetooth свистка блестит и по мне выглядит не особо органично с клавиатурой. Нет инструкции на русском или английском языке, вообще глобальной версии клавы это я не встречал. Нет отдельных индикаторов индикации на клавиши Num, Lock и Caps, для многих будет довольно неприятно, мне не важно. Большой вес и серьезная толщина. Нет кириллицы, хотя для большинства, опять же, она не нужна. И так знаем, где какие буквы находятся, когда десятипальцевым печатаем. Ну и то, что нет ложбинки для установки планшета или телефона, тоже довольно странное решение. Хотя это логично, потому что я не думаю, что много народа будет покупать подобное для использования со смартфоном. Непонятно, зачем дополнительная функция блуждающей подсветки, когда при нажатии она включается с разной яркостью. Цена по ссылке в описании к видео, и учитывая бренд и отличные материалы, пусть и без знаменитых свитчей, я и считаю прайс адекватным. Не забудьте зайти в телеграм-канал для скидок по ссылке в прикрепленном комментарии, либо верхней в описании. На Али постоянно идут сейлы, я туда скидываю приятные предложения и промокоды. Притом промокоды работают на все товары, а сам сейл последний идет 3 недели. Космос, правда? Могут вообще не отменять. Промики всегда приятно. Резюмирую. Вес в 650 граммов, размеры 384 мм на 116 на 24 мм, рамка и ход клавиш в пределах разумного. И лично мне все это подходит. Клава отрабатывала без глюков со всеми устройствами. Разрядить я ее так и не смог за месяц. Изогнутые внутрь клавиши мне и правда показались очень удобными. Они здесь пластиковые, логично, не из металла и легко снимаются. Раскупают эти клавы быстрее, чем они появляются, хотя конкурентов за эти деньги просто море. Но и самих клавиатур, честно, на Али не так и много. Не дешевая она. В целом, за качество, удобство и исполнение девайсу да. Пишем, что еще купить на обзор в комментариях. Ставим лайк за труды, подписываемся на канал. Как вам старый формат? Добра и удачи вам, дорогие друзья!